Церемониальный кинжал – это первое оружие, которое получает молодой Яуджа, и символ его будущей охотничьей судьбы. Каждый клинок вручную создает старейшина клана, и именно им делают первую отметку крови на шлеме молодого охотника. Несмотря на простую конструкцию, этот ритуальный инструмент имеет огромное значение. Им снимают кожу с трофеев и наносят клановую метку на лоб воина. Поверхность лезвия часто украшена гравировками, указывающими на род, клан или наставника. Молодые яуджи хранят эти кинжалы всю жизнь, и даже старейшины иногда возвращаются к ним в торжественных церемониях. Лезвие не оптимизировано для боя, это скорее инструмент чести, чем орудие убийства. Тем не менее, при необходимости оно легко проникает в плоть и может спасти жизнь новичку. В некоторых кланах считается, что первый удар настоящего хищника должен быть сделан именно этим оружием, чтобы душа добычи познала охотника с самого начала. Базовые наручные клинки – это самые первые боевые лезвия, которые получает юный яуджа после начала обучения. Они короче и слабее, чем версии взрослых охотников, и не выдерживают контакт с кислотой ксеноморфов. Тем не менее, для тренировки рефлексов, скорости и техники ближнего боя это идеальный инструмент. В первом фильме «Хищник» инопланетный охотник демонстрирует, что даже такое оружие способно перерезать военную бронепластину. Молодые воины учатся атаковать, блокировать и парировать удары, полагаясь исключительно на свои лезвия. Они раскрываются механически, что заставляет юного охотника всегда быть готовым к ближнему контакту. Именно с этим оружием происходят первые ошибки, первые ранения и первые победы. В бою против животных или мелких тварей нижних уровней базовые клинки считаются абсолютно достаточными. Они формируют основу боевого стиля яуджа – агрессивного, точного и смертельно близкого. Комби-стик – это одно из самых универсальных орудий яуджа, пригодное и для ближнего боя, и для дальнего боя. Молодым охотникам выдают упрощенную версию, без плазменных модификаций, но даже она поражает своей прочностью. Оружие раскладывается буквально за долю секунды, увеличиваясь почти вдвое, что позволяет использовать его как длинное копье, боевой шест или метательный снаряд. В фильме «Хищник 2» комби-стик пробивает бетонные колонны без усилий, а некоторые модификации могут разбираться на два отдельных клинка. Хотя его часто показывают в фильмах как инструмент элиты, на самом деле базовые варианты присутствуют во всех учебных лагерях яуджа. Оно развивает координацию, учит охотника работать на дистанции и удерживать агрессивных тварей на расстоянии. В бою молодые воины используют его против крупных существ, которых опасно подпускать слишком близко. В отличие от наручных клинков, это оружие позволяет новичкам избежать лишнего риска, сохранив честь охоты. Сетемет – это первое технологическое оружие, которое разрешено новичкам, потому что оно развивает точность и осторожность. Металлическая сеть выстреливается с огромной скоростью, расправляется в воздухе и, обвивая цель, начинает сжиматься. Края нити острые, как бритва, поэтому даже самые сильные животные оказываются связаны и обездвижены за секунды. В фильме «Чужой против хищника» плетение сжимается настолько сильно, что разрезает жертву на части. Оно изготовлено из сплава, режущего даже металлические балки. Молодым яуджи выдают ослабленные версии, чтобы ловушка не разорвала добычу слишком быстро, ведь охотник должен подойти и завершить бой лично. Это оружие учит контролю, потому что неправильный выстрел может попасть в союзника или самого стрелка. Ошибка, за которую наставники сурово наказывают. В более поздних модификациях сетемет становится одним из самых жестоких инструментов яуджа. Но на этапе молодого воина он лишь шаг к владению сложными охотничьими технологиями. Улучшенные наручные клинки – это настоящее взрослое оружие, которое яуджа получает после прохождения ритуала окропления кровью. Эти лезвия тяжелые, длинные и кислотоустойчивые. В отличие от базовых, они выдерживают прямой контакт с кровью ксеноморфа, что делает их инструментом настоящих охотников, а не учеников. Клинки имеют агрессивные зазубрины по краям, которые позволяют не просто резать, но и цеплять, ломать и рвать плоть. Часто они оснащены внутренним импульсным механизмом, усиливающим удар. В бою опытный воин способен комбинировать молниеносные атаки с блокировками и парированиями, превращая ближний бой в смертоносный танец. Некоторые элитные модификации даже могут отстреливать одно из лезвий в виде снаряда, чтобы добить раненую добычу.
У элитных охотников они могут достигать длины почти в метр. Улучшенные клинки – это визитная карточка зрелого хищника, его гордость и главный инструмент ближнего боя. Плазмокастер – это самое узнаваемое оружие во вселенной Хищник. Массивная наплечная пушка с 3 красными лазерными точками прицеливания. Она подключена напрямую к маске охотника и синхронизирована с его взглядом. Система настроена так точно, что пушка стреляет именно туда, куда смотрит воин, превращая его в живую автоматическую турель с мгновенным наведением. Плазменные заряды обладают колоссальной разрушительной силой. В первом Хищнике выстрел пробивает несколько деревьев сразу, а в Хищнике 2 один залп взрывает автомобиль целиком. Охотники регулируют мощность от легкого ожога до полного испепеления цели. Для Яуджа это не просто оружие, а символ статуса. Право носить плазмокастер нужно заслужить. Даже один точный выстрел может решить исход охоты, поэтому к его использованию относится как к священному праву. Смарт-диск – это совершенно метательный клинок, работающий как смесь бумеранга и циркулярной пилы. После броска он раскручивается до невероятной скорости и сам корректирует траекторию, анализируя движение цели. Диск способен распиливать плоть, дерево, металл и даже толстые стены. В Хищнике 2 он разрубает человеческое тело пополам одним поворотом. Самое впечатляющее – оружие всегда возвращается к владельцу, независимо от сложности траектории. В руках мастера смарт-диск превращается в инструмент массового уничтожения. Одним броском опытный воин может срезать сразу несколько целей. Это оружие требует опыта, хладнокровия и идеального чувства дистанции, поэтому его доверяют только полноценным окровавленным охотникам. Болтган из фильма «Добыча» — это примитивный, но очень элегантный прототип будущих энергетических пушек, эволюционный отец плазмокастера. Оружие стреляет металлическими болтами, но уже использует лазерную систему самонаведения, что удивительным образом отражает ранние этапы развития технологии Яудж. В «Добыче» снаряды летят с такой силой, что пробивают бизона насквозь, а человека могут прошить и прибить к объекту на огромной скорости. Несмотря на отсутствие плазмы, система остается смертельно точной, особенно на охоте против быстрых животных. Именно болтган показывает, что Яуджа создавали идеальную технологию задолго до появления плазмокастера. Это оружие избавлено от риска кислотных брызг и идеально подходит для обучения молодых охотников. Спирган – это более современная и продвинутая версия болтгана, созданная для точной дальнобойной охоты. Он стреляет скоростными дротиками, которые пробивают плоть так же легко, как пуля пробивает картон. Прицеливание работает через маску охотника, и снаряд следует почти идеально по ее лазерной траектории, обеспечивая убийственную точность на огромной дистанции. Это оружие любят те яуджи, которые предпочитают точность и трофеи без лишнего хаоса. В отличие от плазмокастера, спирган не оставляет обугленных тел. Дротик оставляет минимальный след, и охотник получает идеальный череп для коллекции. Именно поэтому снайперские дротикометы стали обязательной частью снаряжения воинов среднего и высокого ранга. В играх это одно из самых точных орудий хищника. Плазменный пистолет – это более компактная версия плазменного оружия, созданная для ближнего боя, для тех ситуаций, когда наплечная пушка потеряна или неэффективна. Несмотря на свои размеры, он стреляет быстрыми, яркими зарядами, способными прожечь в животном дыру размером с кулак. Вблизи наносит чуть меньше урона, чем плазмокастер, но компенсирует это скорострельностью. Идеален в узких коридорах, пещерах или при охоте на быстрых противников. Яуджа использует его как запасной вариант, но разрушительная сила делает пистолет полноценным боевым инструментом. Оружие особенно популярно среди охотников, которые предпочитают мобильный бой, движение, скрытность и точные короткие выстрелы. Сюрикен – это более жестокая и динамичная альтернатива смарт-диску. В «Чужой против хищника» он раскрывается в момент броска как хищная орхидея, превращаясь в несколько длинных лезвий, вращающийся цветок смерти. В отличие от своего предшественника, сюрикен не всегда возвращается, но наносит куда более широкие и глубокие раны. Он быстрее, но менее управляем. Именно это оружие используют охотники, любящие быстрый и агрессивный бой, где важен размах, хаос и мгновенное расчленение цели. Его часто применяют против групп врагов или крупных существ, которых нужно быстро ослабить. Главная особенность сюрикена – абсолютная непредсказуемость и скорость.
Это оружие — чистая демонстрация кровавого мастерства элитного хищника. Кнут из хвоста ксеноморфа. Это одно из самых уникальных и пугающих орудий Яуджи. Единственное оружие, которое не боится кислоты чужих, потому что создано из сегментов их хвоста, полностью устойчивого к этой угрозе. Он может рассекать плоть и металл, а при желании охотника обматывать, стягивать и разрывать цель на части. У волка из «Чужие против хищника» Реквием это оружие разрезает ксеноморфа надвое одним взмахом. Кнут требует невероятного мастерства. Одна ошибка, и удар может задеть самого хищника. Его любят элитные охотники, которым необходима максимальная мобильность и гибкость. Оружие также часто используют для обезоруживания противников и отражения атак. В руках профессионала кнут становится продолжением тела, стремительным, гибким и абсолютно смертоносным. Глефа — это длинное оружие с двумя широкими лезвиями по обеим сторонам. Идеальный инструмент для сражения против крупных существ, которых необходимо держать на расстоянии. В ближнем бою она позволяет наносить круговые удары огромной мощности. Охотники используют ее тогда, когда расстояние и сила важнее скрытности. Это оружие сочетает элегантность и звериную мощь и нередко становится символом ранга и мастерства Яуджи. Элитные воины украшают ее зубами особо опасных тварей. В продвинутых версиях глефа может включать плазменную кромку. Лезвия светятся голубым светом и могут мгновенно прижигать цели при касании, превращая древковое оружие в инструмент тотального разрушения. Плазменный меч Дека из фильма «Хищник. Планета смерти» — это новое культовое оружие в арсенале Яуджи. Его лезвие сияет ярким ровным светом, а удары оставляют за собой следы оплавленного металла и обугленной плоти. Он сочетает традиции клинков старейшин и современные энергетические технологии. Это оружие идеально подходит для динамичных дуэлей, где важны скорость и точность. Клинок не просто режет, он прижигает, блокирует и даже может испепелить противника при контакте. В «Планете смерти» он разрубает тела огромных титанов за один удар, демонстрируя невероятную режущую силу. Учитывая мощный стиль боя Дека, это оружие станет новым визуальным символом элитных хищников. Маул — это массивный двуручный клинок из фильма «Хищник. Планета смерти». Он напоминает древний меч-пилу, способный ломать кости силой удара. Идеально подходит для крупной добычи или для охотников, предпочитающих мощные, медленные, но сокрушающие удары. В бою действует как гибрид меча и боевой дубины. Это оружие требует огромной физической силы. Его нельзя использовать без серьезной подготовки. Маул показывают звериную и примитивную сторону Яуджи, напоминая, что их культура сочетает высокие технологии и первобытную жестокость. Боевой топор — это одно из самых грубых и устрашающих оружий, которым пользуются хищники. Его массивное лезвие способно разрубить противника одним ударом, а поперечная рукоять позволяет наносить быстрые боковые удары. Это оружие любит Яуджи, предпочитающее ближний бой, где каждое движение должно быть решающим. Топор часто выполняется из особых сплавов, позволяющих выдерживать кислоту ксеноморфов. Он идеально подходит для демонстрации силы и доминирования. Такое оружие носят элитные бойцы или те, кто хочет подчеркнуть свою первобытную мощь. Наручная ракетница — это оружие, встроенное в боевой гаунтлет на запястье и стреляющее миниатюрными ракетами или энергетическими иглами. Взрывы небольшие, но очень точные, их достаточно, чтобы вывести из строя добычу или уничтожить укрытие. Снаряды могут быть надстроены на разный тип взрыва – термальный, зажигательный, дробящий. Система позволяет атаковать из-за укрытий, не раскрывая позицию. Это оружие особенно любят охотники, объединяющие стелс и взрывную мощь. Любимый инструмент городских воинов. Его удобно использовать в замкнутых пространствах или в ситуации, когда плазмокастер слишком громоздкий. Элитные Яуджи часто модифицируют такую систему под свою тактику. Силовая перчатка — это устройство, которое превращает кулак Яуджи в сокрушительное орудие, способное пробить бетонную стену или раздавить череп одним ударом. Она соединяет боевой гаунтлет с усиленными кастетами, создавая энергетический импульс в момент контакта. Удары становятся настолько мощными, что могут отбросить противника на несколько метров или мгновенно сломать кости. Это оружие предпочитают Яуджи, любящие грубую силу и ближний бой без оружия. Силовая перчатка — редкость. Ее носят только те элитные охотники, которые полагаются на физическое доминирование. В бою она издает характерный звук разряда, предупреждение о том, что следующий удар будет последним. Наручный щит из фильма «Добыча».
Это уникальная разработка, позволяющая хищнику блокировать удары оружия или пули, одновременно превращая защиту в атаку. Щит раскрывается моментально и становится твердым, как сталь, а края достаточно остры, чтобы разрубить предмет, который пытается его пробить. В добыче щит выдерживает даже выстрел из мушкета почти в упор. В фильме этот щит моментально стал культовым, зрители увидели, как оружие может быть одновременно и защитой, и ловушкой. Он идеален для дуэли и ближнего боя. Когда Яуджи пользуется наручным щитом, он похож на космического гладиатора, уверенно и хладнокровно отражающего удары врага. Кат-клэмп из фильма «Добыча» — это трансформирующееся оружие, способное принимать форму прямого кинжала, кольца или стягивающейся пилы. Оно обвивается вокруг цели и разрезает ее изнутри, словно металлическая змея. Острое кольцо легко пилит дерево и кость. Кат-клэмп предпочитают охотники, которым важны скрытность и максимальная жестокость. В «Добыче» он стал новым символом безжалостности Яуджи. Пользоваться им без риска может только опытный хищник. Это оружие показывает, как Яуджи превращают технологию в инструмент чистой боли. Лазерные мины из фильма «Добыча». Небольшие парящие устройства, которые активируются при приближении врага и создают сеть лазеров, способную разрезать цель на части. Они зависают в воздухе и формируют смертельный барьер, через который невозможно пройти. Мины срабатывают мгновенно при малейшем движении, превращая любое пространство в ловушку. Их применяют для охоты на группы противников или для установки засад, куда добыча входит сама. В «Добыче» сцена с их использованием стала одной из самых зрелищных, подчеркивая, что Яуджи – мастера создания идеально продуманных ловушек. Куджад из фильма «Хищник» 2018 года – это гибрид ножа, метательного оружия и мини-компьютера, который управляет технологиями Яуджи. Он сочетает анализатор следов, метатель дисков и тактический интерфейс, показывая охотнику путь добычи по тепловому следу. Устройство способно выводить голограммы, активировать чужие механизмы, открывать замки и запускать функции корабля. В бою Куджад работает как метательный клинок с автокоррекцией траектории. Его носят лидеры и разведчики, те, кому нужна не только сила, но и контроль над ситуацией. По сути, это космический швейцарский нож Яуджи. Плазменные гранаты – это компактные металлические сферы, внутри которых удерживается нестабильная зеленая плазма. После активации граната создает яркий вспышкообразный взрыв, способный испарить плоть и расплавить металл за доли секунды. Это оружие используют только опытные Яуджи, элита, лидеры кланов и охотники, которые сражаются с ордами врагов или целыми укреплениями. Взрыв оставляет после себя лишь обугленные очертания предметов, превращая пространство в мертвую зону. В фильме «Планета смерти» гранаты имеют вид гладких металлических шаров и стали одним из визуальных символов нового арсенала. Их опасность не только в мощности. Одно неверное движение или ошибка при броске может стоить охотнику руки или даже жизни. Поэтому плазменные гранаты считаются оружием тех, кто безупречно контролирует каждое свое действие. Лазерный зиплайн и красный капкан из «Планеты смерти». Это система лазерных нитей, которая превращает само пространство в оружие. Красные лучи формируют ловушку вокруг цели. Они могут поднять жертву вверх, прижать к земле или удерживать на месте, словно энергетические цепи. Зиплайн позволяет хищнику мгновенно поднять добычу к себе или отправить ее к кораблю. Красный капкан блокирует движение жертвы так, что она полностью теряет способность двигаться. Это оружие показывает технологическое превосходство Яуджи. Они контролируют противника без прямого боя и управляют его перемещением с абсолютной точностью. Технологичный лук Яуджи, появившийся в игре Predator Hunting Grounds, сочетает древнюю конструкцию с материалами и силовыми элементами будущего. Он стреляет тяжелыми стрелами, которые пробивают плоть дерева почти как копье. В «Добыче» появляются болты, способные лететь по лазерной траектории маски. Они огибают препятствия, меняют направление в полете, превращая лук в первое умное метательное оружие Яуджи. Такой лук идеально подходит для охоты в лесах на пересеченной местности, когда нужно сохранять трофеи целыми и действовать бесшумно. Он показывает, что Яуджи уважают традиции, но постоянно совершенствуют их технологиями. Выстрел из лука – это не пережиток прошлого, а пример точности и стелса высшего уровня.
Тяжелая плазменная пушка – это настоящая артиллерия Яуджи, предназначенная для разрушения техники, укреплений и даже малых кораблей. В комиксах один выстрел способен пробить корпус космического крейсера. В отличие от стандартного плазмокастера, тяжелая версия обладает повышенной энергоемкостью и огромным радиусом поражения. Ее используют в клановых войнах и в ситуациях, когда охотнику нужно прорваться через большие скопления врагов. Такое оружие требует колоссальной силы и точного контроля. Тяжелая плазменная пушка показывает, что Яуджи способны не только вести скрытую охоту, но и разворачивать полномасштабные боевые действия. Плазменная винтовка – это двуручное энергетическое оружие, стреляющее мощными импульсами, способными уничтожать цели на больших дистанциях. Она тяжелее и более громоздкая, чем плазмокастер, но компенсирует это высокой скорострельностью и стабильной траекторией. Отдача у нее минимальная, поэтому охотник может вести огонь длинными сериями. Эту винтовку используют элитные бойцы Яуджи в длительных операциях и открытых сражениях. Она позволяет зачищать большие территории и эффективно противостоять массовым атакам. Ее применяют даже против целых колоний ксеноморфов. Как и тяжелая пушка, это оружие демонстрирует, что войны Яуджи выходят далеко за рамки традиционной охоты. Браслет самоуничтожения. Одно из самых легендарных устройств Яуджи и символ их кодекса чести. Именно его взрыв в хищнике едва не убил Даччо, показав, насколько разрушительной может быть последняя мера хищника. Устройство активируется, когда охотник смертельно ранен или не желает попасть в плен. Взрыв чудовищной мощности, по оценкам эквивалентный разрушению сотен городских кварталов, стирает все вокруг – тела, технологии, следы присутствия клана. Это не только оружие, но и гарантия, что секреты Яуджи не попадут в руки людей. В их культуре это считается почетным финалом. Последним актом охотника, который забирает с собой души врагов и защищает честь своего народа. Браслет встроен в наручный гаунтлет и всегда защищен кодом, что делает его неотъемлемой частью образа хищника. Серп Альфа-Хищника – это оружие, которое принадлежало легендарному Альфа-Хищнику, воины, который возглавил восстание Яуджи против своих древних поработителей Аменги. Он выковал его из трофейного металла, укрепленного древней технологией. Лезвие выковано из металла, которого нет ни на одной известной планете. Этот клинок стал символом сопротивления, свободы и рождения настоящей культуры охоты. Удары серпа оставляют глубокие, неровные раны и способны пробивать тяжелую броню. Серп Альфы считается реликвией почти мифического уровня. Он передается только избранным или хранится в клане как священное напоминание о том, кто сделал Яуджи свободными. Норвежский молот Валькирии. Тяжелое боевое оружие Яуджи, вдохновившее многие северные мифы о богах-громовержцах и великанах. Его удары способны пробивать каменные стены и отбросить огромное существо на несколько метров. Помимо чистой физической силы, молот может оглушать цель коротким энергетическим импульсом. Владеть этим оружием способны только самые сильные охотники. Его масса и отдача не подвластны обычным воинам. В легендах говорится, что молот способен даже разрушать энергетические барьеры, что делает его редким артефактом среди Яуджи. Норвежский молот почитается как оружие богов войны среди Яуджи и символ древнего могущества их расы.